Ого, аж стрельнула. Ничего себе. Да, зажигаю прям. Не знаю, что ждать. Вот. Свечку зажгли. Так, будет гореть у нас тут. Всем привет, кто заходит. Привет, привет. Так, сейчас я включу на телефоне. Опять у меня комментариев нет, буду смотреть на телефоне. Что-то еще в глаз попало, что ли? Ну, как всегда. Ой. Ух ты, тут уже вон сколько сообщений. Привет, привет, всем привет. Добрый вечер, Ирина, Анна Баирова. Здравствуйте, здравствуйте. Подсказки. Кому подсказки? Пишите подсказки. Тогда будут подсказки на 5 колодах. Вот это первое. Или подсказка, если вам нужна одна подсказка. Вот. Будем с вами смотреть. Подсказки для Анны Баировой. Потом для Ирины. Так, Анна Баирова, подсказка. Не старайтесь угодить всем. Такая первая подсказка. Следующая колода. Подсказка для Анны Баировой. Не стоит рисковать. Подходите ко всем делам с умом. Вот так вот. Сегодня так. Ой, я сегодня, знаете, ходила по делам. Должна была поспать. Но у нас ремонт там делают соседи. Не дали поспать. Мы вчера еще поздно легли. Я везде сегодня хожу, зеваю. Анна Баирова, подсказка. Следуйте своей дорогой, и пусть другие люди говорят что угодно. Следуйте своей дорогой. Кому подсказки нужны, пишите, да, подсказка или подсказки для Анны Баировой. Сейчас дальше подсказка. Приятная компания. Проведи свое время с теми, кто этого стоит. Не трать его попусту. Окружи себя людьми, которые зажгут в тебе огонь. Приятная компания вам нужна. Да. Добрый вечер, Татьяна. Татьяна, вопросы у нас за донатики. Сейчас, если получится, у меня на телефоне ссылку вставить. Вот. У нас подсказки бесплатные. Можете подумать о своем вопросе и написать подсказка. Я вам дам подсказку. Так, Анна Баирова, послание из будущего. Если тебя не слышат, не нужно говорить громче. Не тому вы просто говорите, как бы, или не ваш человек. Вот. Благодарю вас, Анна, тоже. Давайте Ирина. Для Ирины подсказка. Сделайте для окружающих что-то хорошее. Что-то хорошее сделайте для окружающих. Ну, соседи стучат и стучат. Что такое? А утром, как будто, вы знаете, днем вот целый день сегодня сверлили, как будто прям в твоей квартире они с дрелью и прям сверлят твои же стены так громко. Вообще ужасно. Так, дальше для Ирины смотрим. Подсказка. Риск будет оправдан. Сейчас самое удачное время для рискованных идей и проектов. И у нас сейчас, кстати, растет, так что все проекты, действия делайте, в общем, действуйте. Соседи, такие соседи, да, для Ирины. Не ищите никогда никому никаких оправданий. Если человек так поступил, значит, он так хотел. Значит, он так хотел. Ну, что ж поделаешь. Ну, вот как бы, вот, ну. Если кто-то что-то сделал, ну, что ж теперь. Так, для Ирины подсказка. Обнимашки. Тебе нужны обнимашки. Обнимайся. Обнимашки.
Так. Кокетка, добрый вечер. Подсказки можно, да, сейчас для Ирины смотрим. Для Ирины. Послание из будущего. Перестань искать себя, создай, расслабься и представь идеальный образ себя. Детально и максимально конкретно. Где живешь, кем работаешь, что носишь, чем пахнешь. Чего тебе не хватает, чтобы стать твоим идеалом? Начни создавать себя прямо сейчас. Видите, у вас есть возможность создать себя. Что вы там хотели? Подстричься, покраситься, похудеть. Да. Покушать. Спасибо, Ирина. Все, кто заходит, ставьте лайки, мне будет приятно. Так, дальше смотрим у нас. Кокетка. Даргрейн, здравствуйте. Ой, донатик там есть, сейчас посмотрим. Ой, сейчас, минуточку, секундочку, минуточку, секундочку. Когда выходные, так быстро дни проходят. Так хочется. Подольше выходные. Ой, а здесь два донатика. Дарья и Ольга. Давайте посмотрим донаты. Потом в чат вернемся. Да, Ирина, я вас тоже благодарю. Успешной, позитивной вам недели тоже. Так, где у меня колоду потерял на столе. Сейчас посмотрим. Вопрос Дарьи. Мысли, чувства, действия. И еще один вопрос. 4 вопроса. Так. Его мысли. Но он думает, что даже если появится какой-то шанс на восстановление, да, результат не будет радовать, как бы. Вроде бы есть такая возможность помириться, да, там вот, и вот есть мысли, что это можно было бы, что это возможно, но все равно какое-то разочарование у него. Почему он думает, что не получится? А потому что тяжело будет. Он думает, что даже если такой шанс есть, да, то все это тяжело. Что вы друг другу будете противоречить, будете отстаивать свои интересы, сопротивляться друг другу. В общем, это все так тяжело, его это расстраивает. Вот так в мыслях. В мыслях между вами борьба. Каждый хочет доказать, что он прав. Что его точка зрения, наверное. Ну, здесь так вот. Добрый вечер, Анет. Так, сейчас посмотрим. Чувства. В чувствах, смотрите, Дарья. В чувствах он много мечтает о том, что вы могли бы быть вместе. Как вот это могло бы быть, если бы вы были вместе? Могло бы быть здорово, хорошо, и вот так, и так в мыслях-то. Да, в мыслях он примеряет, знаете, на вот эти вот роли для вас, когда вы будете вместе, когда вот серьезные отношения, а как это будет, а вот если вы будете жить вместе, встречаться вместе, а если дальше серьезно все это будет делать, дойдет до семейных отношений, то есть такие вот у него мысли, как бы это могло быть, примеряет вот эту вот роль, да. Но готов ли он к этому и не сильно там готов, потому что он готов больше для легких отношений. Вот. Чувство есть у него, он как будто закрывается от него, да. Чувство есть к вам, влечение есть, но как будто это уже все закрыто, это в прошлом, уже как бы все, доступа туда нету. Но если он захочет с вами серьезные отношения строить, то здесь нужно будет серьезно вместе уже жить. Тот следующий шаг здесь, следующий шаг предлагать дальше. Готов ли он к этому? Он готов, если вы будете поддерживать друг друга.
есть он готов к таким отношениям, когда вы будете поддерживать друг друга. Куда он, туда и вы. Куда вы, туда и он. Как-то вот так. Когда между вами будет любовь и взаимопонимание, тогда он готов. Но между вами этого нету. То есть он хочет, вот смотрите, на такие отношения он готов, когда вместе любовь здесь, когда вместе идут к одной цели, когда вы там занимаетесь хозяйством, например, бизнесом, но между вами этого вообще нет, у вас вообще остановка, пустота, у вас непонимание, не понимаете друг друга, у вас этого нет. Я не знаю, он развелся или нет, но он очень счастлив сейчас. То, что вот происходит по ощущениям, доставляет ему много удовольствия. Это может принести удовольствие и развод, и не развод. То есть я не знаю, что у него там происходит, но у него какие-то эмоции такие положительные. Он радуется, он этого очень хотел. Что-то такое вот сейчас. И вот он доволен. То, что у него происходит сейчас. Это он мог там восстановить отношения и помириться, и наоборот развестись. Как бы не знаю, тут нету того, что случился развод, но просто хорошее у него чувство, хорошее настроение, хорошие отношения. Может, получилось договориться там. Вот. Нет, я бы не сказала, что он объявится, он может написать. Он может написать. Вот. Давайте подсказку посмотрим. Подсказка на ваш вопрос, вот, на отношения с ним. Подсказка. Подсказка. Измените свой взгляд на жизнь. Такая вот подсказка на ваш вопрос, Дарья. Как-то тут надо, вот, не знаю, что надо, но вот подумайте. Вот, тоже спасибо большое за вопросик. Ой, Татьяна, добрый вечер. Иван Петров, здравствуйте. Кто хочет в институт, учитесь и поступайте. Тут как бы просто нужно учиться и знания. Так, дальше у нас Ольга идет. Сейчас я обновлю. У нас вопросы за донаты, а подсказки бесплатно. Я не знаю, как вот тут вот есть. Так. Сейчас Ольга. Донатик от Ольги. Сейчас посмотрим. Подсказки у нас бесплатные, если что. Подсказку. Можете в голове такой свой вопрос задумать, загадать и подсказку получить. Ну, переложить на свой вопрос. Ольга, смотрим. Здравствуйте. Так. Его мысли, чувства. Будут ли действия? Ой-ой-ой. Что в личной жизни? Зачем вам что в личной жизни? Это тут как бы может много чего быть. Посмотрим быстренько, да? Его мысли, Ольга, его мысли. Все, что хочу, все будет мое. Тут как бы в мыслях. В мыслях он контролирует какие-то отношения. Или он, если он с кем-то поссорился, в мыслях он уже создал план, у него план, как помириться. Примирение, восстановление отношений. Здесь он идет к своей цели, добивается своего. То есть он здесь может предложить что-то, какие-то партнерские отношения, или может какие-то любовные отношения, любовного характера. То есть он тут может в мыслях он может предложить вам, я не знаю, в каких отношениях, может предложить вам быть вместе, создать союз, так сказать, любовного характера может, но он будет контролировать эти отношения, то есть он будет и манипулировать, и контролировать, в общем, он там главный. В мыслях он вот так, в мыслях вы вместе, если вы помирились, поссорите, если вы поссорились, помиритесь, видимо, опять поссоритесь, опять помиритесь, но он будет там, знаете, захотел, приблизил вас, захотел, отдалил, как бы вот так. Он контролирует отношения. В мыслях вы вместе, все хорошо, любовь и взаимопонимание, но под его чутким контролем. Как-то здесь так, что все будет окей, но я главный.
Так, его чувства к вам. А в чувствах вы какая-то, знаете, далекая, недостижимая мечта. Та, о которой мечтает не только он. Вы как будто завидная невеста, как будто вы знаете, как зарабатывать, как развлекаться, как за собой смотреть. То есть вы очень привлекательная, очень перспективная, очень независимая такая. Знаете, как получать наслаждение, и он может, и можете его научить даже. Но и как будто вы далеко, может, вы на расстоянии, или может вы холодность к нему проявляете, немножко прохлады такой к нему, или вы далеко. Так, будут ли действия? В зависимости от ситуации он может даже приехать к вам. Тут зависит от вас, тут в зависимости от ситуации. Здесь, знаете, действия будут такие, когда вот он будет подстраиваться под ваше настроение, под то, что выгодно вам, под те условия, которые вам удобны. Действия будут, да, но вот действия будут тогда, когда вот все планеты встанут, как бы, да. То есть случай, когда будет возможность, если появится, то да, действия будут. Ну, тут действия в любом случае будут, проявления к вам будут. Но все-таки это будет зависеть еще от вас. Благосклонны ли вы будете? Тут вот так вот. Что в его личной жизни? А в его личной жизни может вернуться какая-то девушка, которая в прошлом осталась, да, и она может вернуться сейчас в его личную жизнь. Или какая-то девушка, с которой, может быть, он давно с кем-то встречается. Я просто не знаю, в каких вы отношениях, поэтому так говорю. Поэтому, может быть, он с кем-то, он продолжает. Ну, тут как будто в его жизнь вернулась девушка, с которой они, может быть, раньше были друзьями. Это не обязательно любовного характера. Здесь может быть и дружба, здесь может быть, ну, может быть и флирт, здесь может быть, а может быть какие-то отношения. Здесь, ну, здесь девушка из прошлого. Отношения из прошлого, девушка из прошлого, подруга, знакомая, ну вот из прошлого, она ее давно знает. Это есть. Гулизар, здравствуйте. Подсказка будет. Сейчас я в донатике расскажу все. Потом в чат загляну. Ну вот так вот у него. И еще вопрос, да, вот тут. Так, так, сначала давайте по вот этому вопросу, да. По первому вопросу Ольга вам подсказку. И потом по второму посмотрим. Подсказка по первому вопросу для Ольги. Следите за поступающей информацией. Какая-то информация вокруг вас крутится. Вам что-то нужно знать, что-то есть. Следите за поступающей информацией. Или что-то узнаете. Вы обращайте внимание на все. Так, следующий. Новое знакомство. Да? Что он за человек? Новый человек, новый ваш знакомый. Что это за человек, да, вообще? Так, какой он? Что это за человек? О, это человек общительный, душа компании, смотрите. Он любит, когда, например, отмечает какое-то новое дело, проект, корпоративы любит. Ну, потанцевать, погулять, выпить, пообщаться. Вот так. Он общительный, дружелюбный, общительный. Вот, возможно, он привлекает девушек, ну, внимание, не обделен он, в общем, женским вниманием, то, что нравится такие вот девчонкам. Так что он такой вот, веселый, добрый, общительный, если у вас перспективы какие-то, да. О, зависит от, смотрите, да, у вас есть перспективы. Если у вас перспективы, смотрите на будущее вместе, да, вы можете вместе пойти. Здесь, знаете, как это как будто такая, смотрите, как удача, как колесо фортуны. Оно как удачу может принести, что-то хорошее в вашу жизнь может принести. Вот. Подтолкнуть вас на правильный путь, наставить, ну, направить. То есть вы вместе можете пойти куда-то в светлое будущее. То есть, да, видите, вот в вашем будущем он есть. И здесь какое-то что-то хорошее. Здесь как-то судьба поворачивается к вам не попой, а лицом. Знаете, вот как-то вот удачу вам может принести такой вот, знаете, какую-то удачу вам может принести ваше будущее. Какой-то хороший человек, да. Вижу. Как-то они приходят теперь вот эти, да, опоздашки немножко.
Так. Так что перспективы очень, да, могут быть. Пожалуйста, развивайте отношения. Он принесет вам хорошее в жизни. Что-то хорошее. Да. Смотрите, ну решила еще одну карту уточнить. Смотрите, вы будете довольны, вы общаетесь с этим новым мужчиной, потому что, смотрите, вы будете довольны, вы будете чувствовать себя, что вот у вас все получается, что вот как-то все идет хорошо, все складывается. Знаете, здесь как будто с ними не будет таких препятствий. Здесь нету такого вот, что ну я не знаю, ждать не ждать, что у нас вообще с ним, что мы там. Тут как бы вот вместе, вперед, как-то общие идеи у вас могут быть, общие какие-то планы на будущее, вы пообщаетесь. Потому что здесь он как-то поможет вам в вашем будущем, в ваших желаниях, в ваших мечтах. Какую-то удачу вам принесет. В общем, что-то будет хорошее. Поэтому здесь очень хорошие карты. Колесо фортуны, шестерка жезлов, когда вы победитель. И он такой открытый человек. Не знаю, положительный. Так что, ну, не зря он вам встретился. Так что вот, общайтесь, общайтесь. Что-то хорошее в вашу жизнь он принесет. В вашем будущем он есть. Он никуда не уходит. Но если вы, конечно, не захотите, это же вам решать. Так, давайте на новое вот это знакомство. Используйте свое обаяние. Смотрите, вы ему так нравитесь. Еще плюс используйте свое обаяние. То есть, ну, все нормально. Тут у вас как будто вот с этим вот у вас полный контакт. Как бы вот, как бы все хорошо. С тем как-то вот, как это, мозаика, ну, не сходится с тем как-то вот пазлик, а с этим сходится. Вот, поэтому спасибо, Оля, за ваш вопрос. Анет. Сейчас Анет посмотрим. Донатик. Там в чатик, да? Его мысли. Посмотрим его мысли о вас. Его мысли о вас. Что он думает о вас? Ой, ой, ой. Он хочет приехать и подарить вам какой-то подарочек, какой-то сюрприз сделать, обнять, поцеловать, понежить вас в своих объятиях. Очень хочет приехать, очень хочет встречи, очень. И видите, очень расстраивается, что у него не получается, что встреча немножко отдаляется. Он хотел бы прямо здесь и сейчас, но немножко попозже. Как бы сейчас не получается, приходится ждать. А ждать не хотелось бы слишком долго, затягивать не хотелось бы быстрее. Вот. Такие мысли. Что он еще думает? Ну, не знаю почему, что он еще думает о вас, я спросила, здесь почему-то работа вышла. Его расстраивает что-то в работе, у него может не ладиться, в коллективе может что-то такое, какой-то разлад, да, кто-то говорит одно, давайте так делаем, другой говорит другое, что-то вот у него что-то в коллективе не очень. Нету контакта полного, когда все вместе, его это расстраивает, потому что мнения не совпадают, и начинается вот это вот все. Неразбериха, ему это не нравится. Так, мы не пойдем быстро вперед из-за того, что там кто-то что-то там свое. Приходится, может быть, больше работать или себя перестраховывать, чтобы там кто-то не подставил, потому что кто-то может, ну, не идет на контакт, что-то тут не могут договориться. Так. Мысли. О. Его очень расстраивает, смотрите, что он не может с вами пошалить. Не может он. Не может. Очень, ну, вы для него привлекательная, манкая и такая, не знаю, сладкая вата. Я не знаю, что это такое. Вот, вы для него очень такая, очень манкая, и его очень расстраивает, что вы на расстоянии. Что он не может эту вкусняшку попробовать. Не может быть рядом. Но он видит, знаете, вы для него, ну вы знаете, что вы какая, вы для него нежная, ранимая, чувствительная, чувственная, сексуальная, короче, вот еще вы такая, вот, немножко можете быть капризной, потому что вы очень чувственные, вы можете, ну вот, когда вот чувства, вот, переживать можете, да, вот такая вот вы. То есть он понимает, что вы можете покапризничать, но вам это можно, вам разрешается, он понимает причину этого.
То есть он такой вот, он занимается карьерой, он энергичный, харизматичный, вот он представляет вашу пару так. Он двигается быстро к карьере, по карьерной лестнице, а вы такая вот нежная, ранимая, о которой нужно заботиться, которую нужно любить, вот так вот. Да, он будет за вас бороться, он, знаете, он будет бороться за вас со всем миром. Со всем миром будет бороться, чтобы у вас все было хорошо. Преодолеть любые расстояния, чтобы вы были вместе. Такие вот мысли у него. Видите, любые расстояния, как бы далеко вот не приходилось быть, вы всегда будете вместе. Всегда вы восстановитесь, всегда вы встретитесь, всегда вы воссоединитесь. Здесь так. Он всегда, он как магнитик к вам. Его сердце принадлежит вам. Здесь прям очень хорошие карты. Приедет ли он скоро, без предупреждения приедет. Приедет он справиться со всеми демонами на работе, с вот этими со всеми проблемами. Он приедет, у него получится, он приедет очень довольный собой, он будет очень доволен, что у него получилось вот это вот приехать. Так что ждите. Ну, не ждите, пусть будет сюрприз. Ну, в общем, знайте просто, что он приедет, у него все получится. Он всех победит, весь мир победит. Со всеми будут бороться, лишь бы вы были вместе. Да, вы его зажигаете, смотрите, сразу 2 туза. Вы его зажигаете, даете стимул ему идти вперед, и он... Тут начало нового всего, что угодно он может начать с нуля ради вас. Да. Вот так вот. Горы прям свернет. Здесь такая энергия, он просто ради вас горы свернет. Молодец. Здорово. Так, давайте подсказку для нас посмотрим на этот вопрос. Внутренний голос подскажет, как добиться желаемого. Внутренний голос подскажет. Вы же сами много чего знаете, поэтому... Так, сюда уберу. Ой, Кубик, добрый вечер. Отправила 2 вопросика, сейчас посмотрю. Сейчас я быстренько Да, вижу, да. Давайте сейчас я быстренько в чат. Я сейчас это обещала. Пару человек посмотрю, потом донатик. Хорошо, мы сейчас подсказки дам. Кокетка. Вот подсказки на всех колодах. Для кокетки. Давайте глянем. А то у меня сейчас чат уйдет, а я там не найду вас всех. Так, кокетка. Подсказка для кокетки, Алиса, которая... Не начинайте новое. Вам вот не надо начинать пока новое. Вы пока заканчиваете, еще недельку хотя бы себе дайте. Заканчивайте все дела. Вам нужно что-то закончить, завершить. Так, кокетка, посмотрим. Не стоит затевать новые дела, отложите все на некоторое время. Видите, вот даже на второй колоде вам говорят, что, ну, как бы не начинайте новое пока. Что-то у вас надо завершить, не нужно начинать. Может, наполниться надо, может, завершить какие-то дела. Что-то такое. Ой-ой-ой, перевернулась, смотрите. Перевернулась, значит, смотрим. Не оборачивайтесь назад, там все без изменений. Сейчас достану. Не пытайтесь понравиться всем. Такие вот подсказки. Так. Для кокетки, для Алисы. Бунт! Пошли все это к черту! Смотрите, вам можно бунтовать! Можете, вам разрешается. Пошлите все к черту, если что-то вас не устраивает. Кто-то вас не устраивает. Поломалось, выкиньте нафиг. Ой, смотрите, перевернулась. Не нужно оставаться с тем, кто разбивает твое сердце. Дари свою любовь только тем, кто этого достоин. Если кто-то делает вам больно, да пошли они все нафиг. Не общайтесь с ними.
Мысли масштабно, не бойся мечтать о великом. Возьми блокнот и запиши 100 своих самых смелых желаний. Вон вам гудят, кстати. Можете поехать куда хотите. Главное, не ограничивайте себя, даже если сейчас тебе кажется, что это невозможно. Это возможно. Так, давайте, спасибо, кокетка. Ирина прошлый эфир пропустила, без подсказок было некомфортно. Только дошла до этих комментариев. Вернее, я его пропустила тогда. Для Анет подсказка на всех. Давайте для Анет. И потом смотрим Валерию за донатик. Как раз 2 человека и потом... Так, Анет, подсказка. Сделайте для окружающих что-то хорошее, что-то хорошее. Сделайте для окружающих. Можете поставить мне лайк. Или поцеловать кошку, да, я не знаю, что-нибудь. Ну, что вы сами захотите. Не слушайте меня. Я тебе попадала. Сейчас, подождите. Я тут. У меня тут все попадало. Так, что у меня тут попадало? Так, вот у меня попадало. Стоит заглянуть на это под другим углом. Не знаю, что это. Попробуйте все обратить в шутку, найти что-то позитивное в ситуации. Тут у меня много попадало, да? Не буду я все читать много, я помешаю. Анет, подсказка. Не стоит затевать новые дела, отложите все на некоторое время. Я мешала, ничего не знаю. Она опять выпала. Для Анет, подсказка. Если вы не можете повлиять на ситуацию, отпустите ее. В общем, если что-то не получается, ну, нужно немножко подождать. Может, со временем что-то там изменится. Для Анет подсказка. Испытание. У каждого в жизни свои испытания. Сейчас пришла твоя очередь. Соберись, ты с этим справишься. В общем, какие-то, если будут испытания здесь вам, вы справитесь с этим. Ну, просто там. Ну и как бы просто и легко справитесь, все нормально будет. Для Анет подсказка. Нужно немного подождать, ни о чем не беспокойся, всему свое время. То есть все будет, все хорошо, но немножко попозже. Так, вопросик. Теперь смотрим вопросик Валерия. По работе, да. Сможете ли поменять работу до конца 2024 года? Ой, сразу 2. Да, сможете поменять. Кстати, это может случиться резко и неожиданно. Может, вам кто-то предложение, кстати, предложение может какое-то поступить неожиданно. Вы можете даже сами не ожидать. Какое-то предложение. В общем, смотрите, кто-то вам может что-то предложить. Прям кого-то кто-то может предложить. Рассмотрите. Сможете поменять работу до конца года, да. Какое-то неожиданное предложение вам поступит. Ой, оно будет очень соблазнительное. Это предложение будет неожиданное и соблазнительное. Вы даже можете... Да. Можете взять время на подумать. То есть, как бы, может подумать, может что-то я там как бы неправильно поняла. Что это за предложение такое? Что вам поможет? Да, вам, кстати, вот этот, возьмите время подумать. Что вам поможет время на подумать. Подумайте. Подумайте, знаете, над этим предложением, которое поступит, думайте в том ключе, что вот смотрите, как раньше было. Сделайте выводы на том, как было, как раньше. То есть в этой работе вы должны вкладываться и получать одинаково. Вы не должны вкладываться больше, а получать меньше, например. Или получать... Ну, то есть здесь должен быть равнозначный обмен, поэтому обговорите все вот в этом предложении, чтобы вам и по оплате, и по работе, по вашим обязанностям было все одинаково. Ну, чтобы достойно было. Чтобы нормально оплачивалась работа. Если много работаешь, значит много денег. Если мало, как бы вот так, чтобы нормально, соизмеримо было. Вот. Тут так по работе.
как будто от мужчины, как будто это может быть далеко. Да, предложение от мужчины может поступить, как будто это может быть далеко от дома. Может быть, на каком-то расстоянии вы не будете уверены, как это будет добираться, может, вам будет неудобно добираться. Но предложение поступит хорошее, и команда, возможно, там будет хорошая, потому что это как бы шанс, а возьмете вы или нет, это уже ваше как бы решение. Вы будете думать. Узнайте побольше. Вам нужно просто побольше узнать, чтобы быть спокойной, что там все нормально. Все узнайте, все спросите, ничего вам за это не будет. Все хорошо. То есть все вопросики, все спросите, узнаете, что было все четко и ясно. Вот, и вы будете довольны, да. Давайте посмотрим подсказку по этому вопросу. По работе. Так. Подсказка. Поверьте в свои силы. Вот насчет работы, верьте в свои силы. Ну, этому вы верите. Правильно? Надеюсь, уже с этого момента-то еще больше верите. Ну, ищите работу тоже самостоятельно. Ищите. Потому что работа в будущем у вас есть, да. Новая какая-то, да, есть. Вообще у вас большой выбор, там можно будет даже выбирать. Ну, посмотрите, возможностей много, главное, чтобы вам подошло. Так, второй вопрос смотрим. Ой, вот новое знакомство не показывает, видите? Здесь как будто вы еще чего-то не знаете, видите, тайна какая-то, закрыта. Еще после этой карты говорят, что закрывает вся информация, да? То есть у вас много каких-то мыслей, много чего-то как бы будет-то много чего, но что не говорят. Сейчас посмотрю. Может быть, вам и знать не надо, конечно. Ну, посмотрим. Будет ли у вас новое знакомство. Новое знакомство. Будет. Вот почему не говорят. Знаете, будет ли новое знакомство? Здесь будет новое знакомство, да, но человек будет не свободен. Вы об этом можете не знать, кстати. То есть человек будет, он может не сильно проявлять свои чувства, может быть холодный, может быть старше вас, да. Но вот только тут, что выпало, вот что как бы пара, он в паре. Еще я уточнила, то, что, возможно, будет женат. Вот как бы узнаете, новое знакомство будет, а с другим, ну это ладно, женатый, мы узнали. Да, вы можете, кстати, сначала не знать, что он женат. Но будьте аккуратнее, проверяйте этих мужчин. Так, а другого мужчины будет ли новое знакомство так, в этом году, в 2024? С мужчиной, с которым серьезные отношения можно построить, да, чтобы свободный мужчина был. Будет ли новое знакомство? Будет новое знакомство, да, кстати, он может быть немножко моложе вас. Или знаете, или он может быть, вот, смотрите, какой красивый, какой хороший мужчина. Будет мужчина, будет такой энергичный, харизматичный, ему есть куда расти, у него перспективы есть. Вы его еще можете многому, кстати, научить. И вот тут сразу выпадает, что любовь. Ну, вот видите, вот прям две карты сразу. Он может быть моложе вас, или может быть он еще по опыту, вы более опытная, а он более немножко в каких-то вопросах еще немножко незрелый. Нужно ему научиться, ну, подтолкнуть, там, подсказать, вот так вот совет нужно будет, научить чему-то. Или может быть он немножко моложе вас. Да, здесь любовь, он вам понравится, он влюбится в вас. Вот, понравитесь друг дружке, будет. Так, а что делать вам с тем-то? С тем оставить в прошлом. И что? Да, лучше оставить в прошлом, потому что если вы будете начинать, ни к чему хорошего это не приведет. Это тот, который не свободен. Так, вот с вот этим, с новеньким. Чего тут с новеньким-то у нас? А вот с этим новым, кстати, которым вы познакомитесь, он, возможно, моложе вас, но не знаю по какой причине, по какой-то причине вы можете встречаться и расставаться. То есть расставаться только для того, чтобы понять,
хочу ли я этих отношений, да, нужно ли давать шанс, на подумать, время на подумать будете брать. Потому что, ну, это как бы, тут серьезные отношения возможны. Тут просто будет чувство, или он будет на расстоянии, будет куда-то уезжать, может, у него по делам куда-то будет ездить. Или у него машина, не знаю, но во время от времени можете брать тайм-аут. Мужчины иногда берут время подумать, чтобы вот дальше, как будут развиваться отношения. Некоторые сразу, да, а вот тут вот нужно подумать. Ну вот причина, может быть, вот одна из причин, то, что он может быть немножко моложе, или вы не будете уверены, что он потянет. Он, ну как бы вот, потянет. Да, он потянет. Он потянет. Вот семейные отношения, да. Ему, знаете, вот, чтобы вот тот человек, который вам встретится, да, чтобы все получилось, ну просто нужно дать ему понять, что у него все получится. Как-то вот, не знаю, вдохновить и все. Что у тебя все получится, и здесь нужно, чтобы отношения так строились, что раз вы вместе, то все мое твое, все твое мое, да, ты моя, я твой. Как бы вот, ну, не надо, тут никаких измен быть не должно, не надо подрывать доверие, ни свое, ни его, ни самооценку, вот. Так что смотрите, будут двое мужчин, и вот первый вышел вот этот вот такой вроде бы взрослый, солидный, серьезный, знаете ли, сильно чувства не показывает, но не свободен. И там вам тяжелые какие-то отношения. И будет вот, который помоложе, с ним легко будет. С ним как-то сразу будет так вот. Ну, Анет, спасибо за подсказки, да, Анет, вам тоже удачи, всего хорошего, что все у вас получилось. Так что, Валерия, у вас тут 2 кавалера. А еще будет ли новое знакомство с кем-то? Нет, все. Все, вот эти двое будут, видите, больше показывать, что нет, больше не будет. Так что, Валерия, до конца 2024 года у вас будет один несвободный, да, который может пробовать затащить вас, знаете, в треугольники. Может быть, у вас... Нет, ну вы не соглашаетесь. Зачем вам? Если вы в этот треугольник войдете, опять будете отрабатывать этот опыт, вам потом прилетит по заслугам. Опять на те же самые грабли наступите, если у вас там было что-то или я не знаю. То есть не стоит. Ждите свободного. Свободный не нужно. Да, ждите свободного, тем более свободный придет с любовью. Там прям вы, ну, не знаю, влюбитесь просто. Понравится он вам. Вы ему понравитесь, самое главное, еще тоже это... Все это очень важно. Так что, так, смотрим. Так, по знакомству, поэтому, да, подсказку вам по этому вопросу. Сейчас знакомство. Рискните, чтобы воплотить новые идеи в жизнь. Так что, рискуйте, не сомневайтесь, дайте шанс человеку проявиться. Вы его будете поддерживать, он там горы свернет, все нормально будет. Направите, научите, подскажете. Если желание будет, огонь горит, значит все нормально. Так что спасибо вам, Валерия, за ваш вопрос. Так. Иван Петров так и не написал подсказки, если что, вопросы у нас за донатики же. Так, у нас, сейчас еще донаты проверю, по-моему, вопросы закончились. Сейчас будем общий расклад делать. Да. В чате теперь не пишу, потому что мне неудобно, я с телефона только чат вижу. Будем смотреть 10 посланий из будущего на такой колоде. Будет у нас 10 посланий. Загадывайте пока цифру какую-нибудь от 1 до 10. Это общий расклад. Будем смотреть подсказки вам. Послания из будущего. 10 посланий можно загадать одну цифру или несколько. Как вам угодно, как вот хотите. Давайте, единички. Остановись и оглянись вокруг, ты упускаешь что-то важное. Такая подсказка. Добрый вечер, Зарина, добрый вечер. Двоечки, двоечки. Если ты ждал знак от Вселенной, то это он. Действуй.
Вам говорят, действуйте, что вы там хотели сделать? Ну, хватит ждать, давайте. Троечки. Троечки, найди время для хобби. Хобби отлично справляется со стрессом и позволяет мозгу отдохнуть. Хобби. Четверки. Четверки, кто-то хочет тебя обмануть. Пожалуйста, будь осторожен. Четверочки, будьте внимательны. Под капюшоном. Кто-то скрывает, что хочет вас обмануть, но вот что-то хочет. В общем, на эту неделю, пока решение не принимайте, будьте осторожны, проверяйте то, что говорит вам человек. Пятерки. Пятерки. Прислушайся к совету близкого человека. Он прав и желает тебе добра. Шестерки. Помоги тому, кто просит о помощи. Этот человек поможет тебе, когда это потребуется. Так, семерки. Не обесценивай свои достижения. Хвали себя даже за самый маленький успех. Хвалите себя. Восьмерки. Ой, восьмерки. Ты себя недооцениваешь. Прекрати искать причины, по которым ты недостаточно хорош. С тобой все в порядке. С вами все в порядке. Вы уже супер. Девятки. Побалуй себя. Сделай то, что дарит тебе радость. Ой, кайфаните, короче, девятки, десятки. Отпусти свою обиду, она делает тебя уязвимым. Десятки. Вот так вот, такой вот получился вообще раскладик. Так, пока подсказки никто не просит, сделаем тогда еще вообще раскладик, да? Какая будет неделя следующая, да? Ну, то есть, чтобы она была хорошая, что нужно делать и что не нужно делать. 3 варианта будет. 3 варианта. Будем смотреть, что делать, чтобы неделя была хорошая, первый вариант, и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Здесь как-то нужно рубить с плеча. Ваше мнение главное, остальные мнения подождут. Как вот тут вот так вот. Вы знаете лучше остальных, как вам делать это, и что вам тем более нужно, вы знаете лучше других. Короче, не слушайте чужие советы, делайте так, как считаете нужным. Проявляйте активные действия, если это вам надо, то это вам надо. Не слушайте никого. Делайте то, что хотите делать, и руководствуйтесь своими принципами, своими мыслями, своей головой, своей мудростью. И принимайте решения головой, да, не сердцем. Не нужно легкомысленных решений. Спланируйте, обдумайте. Вы же знаете, чего вы хотите, поэтому вот тут так. Если кто вам не подходит, то вы его сразу казнить и не миловать вообще. Что не нужно делать, что не нужно. Вам как раз таки не нужно работать в команде. Не нужно никого слушать. То есть вам нужно продвигаться самостоятельно на этой неделе. Здесь не нужно быть в массе, в команде, не знаю, как сказать. То есть не нужно уделять слишком много внимания еще рабочим каким-то моментам, коллегам помогать. Это все вот не надо, оставьте. Бросьте это все на этой неделе. Помогайте себе на этой неделе, только себе. Остальные подождут в очередь. Свои дела решите, вот остальных потом выслушайте. Или подумайте, выслушать ли их или нет. Это так. Так, вторая позиция. Что делать, чтобы неделя была хорошая, что не делать, чтобы неделя была хорошая. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Жонглировать, видите? Это как бы, это когда по канату идешь, и вот тебя туда-сюда шатает. Проявляйте гибкость, когда общаетесь с людьми. В зависимости от ситуации, подстраивайтесь. Здесь вы можете брать и подработку, и основную работу. У вас все получится. Здесь вы можете делать 2 дела все сразу. Не только что-то одно сначала закончу, потом другое. Нет, вы можете одно дело делать, второе, третье, как бы вот так вот. Если вы какие-то планы там у вас есть, то делайте, не откладывайте. Проявляйте гибкость в общении с людьми, да, и вот так вот, такой гибкостью подстраивайтесь под ситуацию. Человек не в настроении, не надо на него давить, не надо тыкать в него палкой. Переждите, подождите, попейте чайку вместе, он немножко расслабится, выдохнет там, да, и вы потом все скажете. То есть как бы вот так вот, подход, гибкость, вот это вот ваше, да. А что не нужно делать? Не нужно эмоционировать, не нужно ругаться, плакать, проявлять вот эти свои слабости.
Пить не надо много, не надо, не пейте. Контролируйте свои эмоции, короче. Не нужно выплескивать вот это все на другого человека, ревновать, ругаться, там, не знаю, манипулировать. Не нужно. Ну, вот так вот, двоечки, чё ж. Троечки. Чтобы неделя была хорошая. Что нужно делать? Так, а что не нужно делать? Что нужно делать, чтобы неделя была хорошая? Ну, смотрите, здесь нужно доставлять удовольствие себе и своей семье. Принимать решения в зависимости от того, будет ли хорошо вам и вашей семье. Не ущемляйте себя, и свою семью, и своих родных, чтобы, то есть, ну, что нужно делать? Здесь просто нужно принимать решения, и все, что вы делаете, вы должны знать, как это отразится на вас, на ваших родных и близких, чтобы у вас все было хорошо. Что нужно делать? Проводить больше времени со своей семьей. Здесь так, наполняться эмоциями, положительными эмоциями. Общайтесь, больше домашнего такого общения в кругу семьи, уюта, вот это вот вам надо. Ну, природу можете выбраться все вместе, тоже семейное такое вот, на дачу. Что не нужно делать? Ой, здесь не нужно пока загружать голову там какими-то там знаниями, задачками, решать какие-то вопросы, чему-то там учиться, да, это пока не нужно. Информация какая-то там будет приходить. Не-не-не, вы пока ее оставьте, да, вы там зафиксируйте, но пока решение не нужно принимать, а пока не принимайте решение, нет. То есть у вас как-то расслабон, больше внимания семье, близким, отдых, вот так вот. Вот так. Ой, Зарина задонатила. Сейчас посмотрю. Зарина. Да я даже на расстоянии вас чувствую. Я тоже про вас думала, кстати. Я думаю, когда же у вас разрешится уже это полное вот это все происходит. И я думала, вы подождете, пока разрешится, потом придете. Потому что бывает время надо. Ну, то есть ничего не меняется, как бы. А уже хочется, чтобы уже поменялось. Так, что карты подскажут, да? Ну что, смотрите, по личной жизни у вас все будет хорошо, карты говорят. В личной жизни у вас будут и семья, и серьезные отношения, будут те отношения, которых вы хотите. Именно вот те отношения семейного характера, которые вы хотите. Вот этот вот, как вы хотите, чтобы было в семье? Например, некоторые хотят, чтобы жена работала и муж работал, да, например. Некоторые хотят, чтобы жена дома была, а муж работал. То есть вот как вы хотите, так и будет. У вас какая-то семья будет такая вот, знаете, как вы хотите. Здесь говорят насчет личного, не нужно переживать, потому что будут серьезные семейные отношения, именно такие, которые вам нужны. Вы будете довольны. Вы будете думать, вау, классно, классно, классно. С бывшим у вас тут может быть страсть такого временного характера, если бывшего смотреть. И опять у вас тут холодность какая-то. Издалека приехал, да, вот он. И это вот как раз таки карта расстояния далеко. Какие между вами могут быть отношения, но не обманывайте себя, тут как бы ничего не может быть, тут может быть только переписка, видите, как бы это все ушло уже, все в прошлом, вы если захотите восстановить что-то, то это как самообман получается. Да, вы можете кайфануть вместе, у вас может быть интим классный, да, но человек опять уедет, опять расстанетесь, будет какая-то переписка такая суховатая, да, ну временная, знаете, ну вот, и все. И тишина, и пустота. Вот. Как бы вот, это самообман, это как бы... Ну почему возвращаются прошлые? Потому что перед тем, как зайти в вашу жизнь будущему, перед тем, как будущее к вам приходит, возвращается прошлое, начинает вам нервы трепать, чтобы вы сказали уже, так...
Давай, давай попробуем, давай. Я еще раз хочу кайфануть, еще раз хочу расстроиться, еще раз давай, как бы добей меня, давай. То есть, и вот, или наоборот, как бы, нет, все, не надо мне вот это мы уже проходили, это было, да, как бы все, хватит, я уже только-только начала восстанавливаться, я не хочу больше прошлого, я хочу новых. Ага, ну, то есть вам предлагается и смотрит, как вы отреагируете, так или так. Как бы она еще хочет, чтобы помучиться, чтобы опыт, чтобы ее там покруче там ее там трясануло, или она хочет уже все, ей достала, она уже себя побережет от этих чувств, да, вам предлагается. То есть, как вы отреагируете? Если вы отреагируете, что мне не надо, то вам дадут другого человека, вам дадут. Вы просто должны на эту ситуацию отреагировать. А ситуация будет усложняться каждый раз. То есть, будут разные условия, которые сложнее и сложнее. И у некоторых людей такие условия бывают, что, например, когда люди уже не хотят быть вместе, появляется ребенок. Как бы и вроде надо расписаться, или она будет одна его растить. То есть усложняющие факторы, это как в игре. Уровень будет повышаться, вам будет сложнее. Возвращайтесь с прошлого, чтобы вам усложнить жизнь, вам будет сложнее расстаться. Как бы, поэтому смотрите аккуратно. Вот. Если у вас тем более кто-то другой есть, перспективы тут, кстати, хорошие, поэтому с ним как бы не стоит. Вот даже на дне карты не стоит, вам говорят, нет, закрой уже этот вот вопрос, закрой, он в прошлом остался, все в прошлом. Ты же не хочешь чувствовать, что тебя вот обманули, тем более сама добровольно, как бы зная, что будет обман, что как бы, что зная, что на исходе у тебя будет такой осадок нехороший, и все равно ты как бы хочешь это допустить. Зачем? Тем более это может пошатнуть отношения с новым вашим мужчиной, как бы с новым мужчиной, да. С новым мужчиной тут какое-то будущее может быть. Какое-то другое. Не знаю, короче, пока тут дальше смотреть. Другого не буду смотреть, это непонятно ничего. Но в любом случае у вас в будущем будет такой мужчина, не знаю, этот, который сейчас, или новый, может быть, новый даже будет. Этот, но только будет у вас, семья будет такой, какой вы хотите, это точно. Не знаю, будет ли это новый мужчина, но точно не тот, который был. Нет. Вы же понимаете, что прошлое приходит со своей целью. Опять будет пользоваться. Зачем вам это надо? Вы сами знаете. Так. С новым возможно построить отношения, вы там сами будете строить, сами будете смотреть. Это еще такой этап, когда вы строите отношения, подстраиваетесь друг под друга, там как бы общие мысли есть о том, что как будет будущее, что будет в будущем, от чего придется отказаться или пожертвовать, чтобы быть вместе, разные мысли есть. Поэтому вот, как обычное дело, когда встречается, это нормально. А вы только должны того, кто пришел, отправить обратно. Так, а вообще, что подскажут вообще как? Ага, ну а зачем мне это показывает опять? То есть, ну, человек, что рядом с вами есть человек. Опять про мужчину я вообще как бы смотрела, про личные мы уже глянули. Но вот видите, здесь какой-то рядом есть мужчина, который знает, к вам подходит, который умеет красиво говорить, и умеет красиво говорить, чтобы не только вас подловить, да, но он какой-то влюбленный мужчина. Рядом есть, может быть, это, кстати, и новый ваш влюбленный мужчина, который горит к вам страстью просто. Вот. Вы ему очень-очень симпатичные. Что прошлое? Зачем он мне показывает? Ну, мы уже посмотрели. Да, с прошлым вы вообще можете, да, вы вообще можете забеременеть вообще от прошлого. Не стоит. Да, и это вас, ну, как бы расстроит, может разрушить вашу, да, видите, все пофигачит, все
все ваши планы на нет сведет. Поэтому, ну, как тут как бы... Да, вы можете жизнь свою изменить. Вы можете с прошлым, да, вы можете с прошлым замутить, но вам придется мутить потом какое-то время еще. Это будет очень тяжело. В итоге вы все равно расстанетесь. Тут как бы на прошлое нету. Выше уровень потрепать нервы. Это прошлое, это к прошлому. Вообще не по личке. Вы скажете мне, не по личке. Эти болезненные опять мне показывают эти болезненные переживания насчет дома, где тот, кто приехал, что у него жить негде, что еще что-то такое, да. Ну, если у него есть машина, пусть ночует в машине. Ну, какая-то фигня. Вот опять мне про это показывают. Зачем мне это показывают? То есть вообще мне не показывают, только по личке показывают. Вот если вот этот вот с прошлого, да, вам вообще не надо. Прошлое осталось в прошлом. Это вот его проблема, если вы будете решать, вы подвиснете надолго. То есть, опять же, то есть он там ночует, но вот пусть там и ночует, это его проблема. Он, мужчина, пусть решает свои дела. Вы не должны решать. Вы просто потом можете это подвиснуть, вам это зачем? Хостелы есть, куча всего есть. Так что пусть что-нибудь сам придумывает. Это вообще не ваша проблема. А если вам будет всех жалко, если вас будет всех жалко, то вами будут все пользоваться, и у вас не останется... Вы можете потерять шанс. Смотрите, 2 карты упали. Вы можете потерять шанс на любовь. Понимаете, на вашу удачу. Вы будете разбазаривать свою энергию. Типа, вам не надо, вам-то не надо, конечно, вашу энергию, да? Давайте вы будете раздавать. Вот этого жалко, вот этого жалко. В Москве, знаете, я тоже столько всего насмотрелась, и вы всем не сможете помочь. Тем более вы, получается, человек, он должен сам как-то решать свой вопрос. Вы за него решаете, это не значит, что вы делаете ему хорошо. Вы должны уметь отпускать. Да понятно, что вы его не звали, это вообще к вам никак не относится. Вы так и должны сказать, что у меня другой мужчина, как бы это несерьезно, мы с тобой уже закончили отношения, не надо ко мне обращаться. Ты взрослый человек, решай свои вопросы. Ты знал, куда ты едешь, зачем ты едешь. Как бы у меня своя жизнь уже, что это такое? Ну представьте, вы скажете своему мужчину, знаешь, у меня тут прошлый, как бы, бывший мой приехал, пусть у нас на коврике в коридоре поспит. Ну, представьте, вот вы встречаетесь с мужчиной, он вам так скажет. У меня тут прошлое приехала, моя бывшая, короче, с детьми со своими там и с мужем. Пусть она у нас тут на коврике поспит, или давай мы там на коврике, а они на кровати, у них же дети. То есть мало ли что, кого вам жалко, и что теперь? Я тут знала таких людей, которые тоже жалко, и там, знаете, жалко не жалко, а такое потом можете отгрести. Уровень-то усложняется, говорю, усложняется. Вот так, запустите цветочки полить или ремонт сделать, а вам там такое, все вынесут или еще что-нибудь. Как, зачем вы контролируете вот эти свои жалко, не жалко эмоции? И вообще, вы можете советом помочь, да, если нужен совет, помогите советом. Ну, объясните нормально, что как бы... Это ненормально, когда ты приходишь к бывшим. Сейчас мы ко всем бывшим будем ходить, да. Даже бывший муж-то вас не примет. Скажет, у меня тут жена, ты что тут вообще приперлась, и мы с тобой расстались. Представьте, вы сейчас к вам будут бывшие. Один приехал, другой приехал, вот друг бывшего приехал, тут друг брата какой-нибудь. Зачем вам это надо? Нагнетайте краски, чтобы вы поняли, что может случиться. И я вот легко могу. Что вы можете потерять, просто подумайте, вам это надо. Да. Давайте подсказку еще.
И только эта тема выпадает, потому что, видимо, вам нужно решить этот вопрос. И другой смотрел, опять мне его показывают. Другого пока. Это у вас, видимо, самый такой подсказка вам. Подсказка. Делайте добрые дела. Делайте добрые дела. Не знаю, мне кажется, можете только совет дать человеку и все, и объяснить ему, что как бы, ну что ж, представьте, вы будете всем помогать. Это мой знакомый с прошлой работы. А с ним мы в подъезде знакомы, здоровались, да, я же его знаю, не. Последствия, подумайте о последствиях просто. Если вас устраивают последствия, да, то пожалуйста. Если вы готовы к таким последствиям, то делайте, как считаете нужным. Просто вам потом нужно будет расхлебывать это все, мало ли что может получиться. Будьте готовы к одному, к другому. Вот. И все, тогда все будет хорошо. Тогда вы подстелите соломку себе, так сказать. Просто будьте готовы к последствиям и знаете, как их решить. Если вдруг что-то случится, просто подготовьтесь. И все. Вот. Сейчас я чат смотрю. Дарина Калашникова. У нас эти вопросы, ответы на вопросы за донаты. Если что, пройдите по ссылке. Ну, что ждет в эти выходные? Знаете, такой вопрос. Ну, как бы, если у вас серьезный вопрос, да, то вы можете его задать. Но такие вопросы, ну, что вы можете... Если вы будете спать, то будете спать в эти выходные. Что ждет вас на выходные, это как бы не глобальный вопрос. Карта, что вам там ответит. Несколько вариантов могут только ответить, потому что это... Смотря сколько вы будете спать, смотря какие у вас планы, смотря куда вы едете, смотря что... Ничего глобального такого, я думаю, не будет. Это надо попасть так, чтобы именно вот что-то было, и ты вот именно карты раскладываешь. Бац, это случается. Вот так что может на выходные быть. Если только какие-то планы, то именно эти планы надо смотреть. Если какая-то поездка, то именно эту поездку надо смотреть. А в общем, что ожидает? Карты вам так и ответят общим вопросом, общим ответом, то есть. Потому что надо конкретно задавать. В какой сфере, что именно, может что-то конкретное вы хотите знать. Тогда да. Тын-тын-тын. Кому подсказки еще нужны, пишите подсказка. А если на одной колоде, то вот на этой колоде. Если одна подсказка будет, то вот на этой колоде подсказка будет. Наш вопрос. Ну что, вообще вопросики посмотрели? Ой, извините. Поздно, у вас, наверное, тоже уже поздно. Давайте будем заканчивать. Я думала... А, нет, не будем заканчивать. У меня еще тут есть донат, Светик. Добрый вечер, Светик. Светик у нас тут. Донатик. Давайте посмотрим вопрос Светика. До конца месяца. Какие действия будут от него, да? Смотрим донат для Светика. Какие действия будут до конца июля, да? Ой, что-то здесь каких-то действий-то и сильно-то. Ну, давайте посмотрим. Он как будто захочет решить какие-то вопросы в переписке. Не лично поговорить почему-то, а по переписке. Я просто не знаю, в каких вы отношениях. Он может даже по переписке сказать, что мы как бы расстаемся, дорогая. Давай-ка не будем дальше продолжать. Что-то тут, короче, я не знаю, что тут зависит, что за вопрос, в каких вы отношениях, не знаю. Но тут насчет действий такого, что или прекратить какие-то разговоры, или какое-то решение примет, чтобы что-то вот остановить, прекратить, завершить.
Какое-то решение будет принято. Не знаю, чего это касается, но он вам напишет. Может касаться прошлого какой-то прошлый вопрос. Может, вы что-то решали, или прошлой ситуации, прошлых отношений. Он, возможно, в новое пойдет, да? Здесь как будто завершение, ну, он как будто он может завершить отношения. Можете расстаться, можете на паузу, я не знаю. Или может примет решение, что вот я хочу куда-то, не знаю, пойти, поехать, поменять работу. Потому что человек тут идет в новое, то есть он вам какое-то сообщение напишет. Как будто он идет в новое будущее, но это его расстраивает, ему что-то там не устраивает. Известие какое-то вы узнаете касаемо пары, партнерства. Может, он решение примет восстановить отношения, потому что если вы не в ссоре, то здесь вы помиритесь. Решение касаемо отношений каких-то, коммуникаций. Решение будет, может быть, будет: давай хватит как раньше общаться и будем встречаться. Здесь, как вы видите, пара. Здесь что-то поменяется. Какое-то решение принимается, и об этом он вам скажет. Об отношениях. То, что не как раньше, не будет как раньше, а как-то по-другому будет. Как-то по-другому, по-новому. Что-то он хочет поменять. Тут как будто он вам что-то скажет, какое-то предложение, от вас будет зависеть, от вашего решения. Может быть, в прошлом медленно развивалась ситуация, может быть, в прошлом вы хотели куда-то поехать, и это тоже зависело от вас почему-то, и вы не ехали, потому что вы не хотели, может быть, хотели куда-то переехать, не знаю, с чем это связано. Но вы, может быть, не хотели, или надо было выучить язык, вы не хотели. Тут как бы, тут он какое-то предложение вам, то, что, мол, давай, может быть, у вас в прошлом, знаете, были какие-то одни отношения, вы хотели, вы встречались, да, но, может быть, он в планах куда-то хотел переехать, ну, например, в другую страну, там нужно было выучить язык, а вы не хотели учить язык, не хотели переезжать, вам не хотелось менять, вы еще не готовы к этому. И вот он вам может предложить, что давай вот это вот, он как обрубает вот прошлое в прошлом, так, давай как прошлое не будет, давай будет по-другому. Так, если мы вместе хотим, я хочу, например, переехать, и ты тоже давай хоти, давай учить язык, давай там будем, давай подумаем об этом. То есть, как бы, понимаете, он предложение вам даст, а решение зависит от вас. Как-то вот здесь так вот. Вот, потому что вот раньше что-то хотели, да, двигаться, но нет. Нет, не получалось что-то раньше. И это вы что-то там не хотели или что-то там сомневались, возможно, да? И здесь опять вот это вот то, что будет в будущем, тоже от вас зависит. Будущее зависит от вас. То есть он какое-то предложение скажет. Или прекратить то, что было как раньше, да? Давай будем, типа, пойдем в новое, но здесь как будто новое его немножко расстраивает, потому что здесь что-то будет не получаться. Что-то новое может предложить вам. Сообщение напишет. Я спрашиваю новое, что он вам может предложить. А мне говорят, в сообщении он напишет. Он почему-то вам смс-ку пришлет, почему-то в переписке. Он вам будет говорить о своих чувствах, о своих планах и какую-то возможность вам предложит. Но эта возможность тут как бы вы или одобрите, или нет. Как бы примете или нет. Вот то, что он вам предложит. Там, давай в другую страну переедем, давай как бы там вот. Я тебя там люблю, да, там у нас. Мы могли бы там вместе жить, да, вместе пойдем. Вот такая, ну я не знаю, язык надо учить, там, неохота. Такой расстроится, скажет, ну вот, я так хотел, да. Ну не знаю, в общем, она что-то предложит. Чтобы вот как раньше не было, а вот как-то по-другому, что-то новая идея какая-то, предложение. Ну, в этом предложении, в этом письме будут и нежности, и флирт.
флирт будет, нежные слова тоже. Но и еще такая конкретика какая-то тоже будет, четко что-то там такое вот. Здесь вот такие действия, как переписка и... Да, опять же, получается, опять какая-то новость. Он вам что-то скажет, и вы будете выбирать. Вы будете принимать решение, вы будете сомневаться. Да, да, нет, нет, что он вам предложит. Опять это предложение, известие, вот это только оно и показывается до конца этого месяца. Что-то он вам предложит, а дальше вы будете принимать решение. Идти с ним дальше, не идти с ним дальше, как бы вот, ну, делать это, не делать, переезжать, не переезжать там. Не знаю, что предложит. Но это предложение будет как бы то, что давай вместе, вот, ну, вместе, так и так. Вот. Но тут нужно будет или локацию менять, вот я говорю, переезжать или что-то там куда-то, что-то. Да, нужно будет чем-то жертвовать ради вот этой любви, ради вот этих отношений, ради вот этих вот чувств, вот этих эмоций. Чем-то жертвовать. Или вот говорю, или учиться надо будет пойти. То есть временем пожертвовать, чтобы ну, на учебу. Ну, вот. И он тоже будет учиться при том. Как будто вам двоим нужно будет учиться. Может быть, это и касается переезда в другую страну. А может быть, язык учить придется. Двоим, при том не одному, а двоим придется учиться. Вы будете делать выбор, но вы будете оба делать это. Так что поставить вас перед выбором. Скажет, ну вот, я тебе информацию дал, предложение тебе сказал, давай решай, что делаем, как, что будет. Как бы я думаю, у меня такие мысли, что вот было бы вот так и так здорово. Там они, например... Здесь как будто у вас возможна встреча. Потом вы берете время на подумать. Расходитесь и начинаете думать. Встреча была, предложение было о будущем. Проект он вам свой презентовал. Вы разошлись, думаете. Тут у вас решение переезжать, не переезжать, учиться, не учиться, действовать, не действовать, идти ли вместе вперед или нет. От этого зависит, будете ли вы вместе или нет. Тут как будто вот такое вот. Опять же, пара, партнер. Тут, короче, у вас очень хорошая энергия ожидает. Вы, скорее всего, поедете. Вы можете даже, если хотите с этим молодым человеком семейных, серьезных отношений и ребенка, то все может получиться. Здесь поездка очень даже возможна. Может быть, вы примете решение поехать за границу. То есть куда-то переехать. Как будто так вот показывают. Не знаю, что это будет за предложение, но что-то поменять. Чтобы жизнь поменялась, чему-то научиться, чему-то выучиться. Возможно, не только язык, возможно, профессии. Но мне больше язык идет, чтобы поменять жизнь свою вместе. Тут как бы вместе. Пойдем вместе. Да, он уже, кстати, думал, у него не получается идти вперед. Быстро, так как он хотел бы, не получается. Вы можете не думать, что у вас ничего не получится, да? Знаете, он как бы боится, что вы не поедете, что не получится. То есть, что вы откажетесь от предложения, что-то он вам предложит, да, а вы не пойдете. То есть он не достигнет того, чего он хочет. Вы как будто обрубите, скажете, нет, что ты мне тут обманываешь, ну-ка, расскажи мне поподробнее. Или вы будете думать, что ну, туда ж надо деньги, чтобы куда-то поехать, что-то делать. Нужно деньги. Типа, ты сможешь, ты потянешь. Не знаю, что такое. Много работать. Все дела. Благодарю, мне позвонили. Понятно. Я его не сделала.
Да, Зарина, у вас там так, я даже на расстоянии вас чувствую, бывает. Даже когда не во время эфира. Думаю, надо так, надо, что все наладилось. Так что, Светик, вот так вот, как будто вот вместе в будущем может вам предложить какое-то вот что-то такое совместное. Да, как будто с вами можно реализовать мечты, как будто вы вместе, если будете вместе идти, то вместе вы сильнее. Да, он может вам честно все сказать, ну, как бы все как есть. То есть давай как бы вот примем решение, вот я вот хочу так. Он вам скажет эту новость. И тут выходит новость просто. Вот эти все новости, известия вы получите. Ну, здесь, знаете, может денег не хватать, чтобы поехать туда, куда хотите, чтобы дом купить, там, куда вы поедете. И вы будете думать, не-не-не-не-не, рай в шалаше, не-не-не-не-не, это мы уже проходили, не-не-не, я хочу дворец, для этого надо много работать. Ну, посмотрите, как он будет. Предложение, короче, будет. Предложение, новость, известие, что-то он вам предложит, что-то он вам расскажет. Что-то вот вы будете думать, надо вам это или не надо вам это, как бы вот. Здесь так. Будет вам писать, предлагать. Так, Светик, вам подсказка на ваш вопрос. Сделайте для окружающих что-то хорошее. Спасибо, Светик, за ваш вопрос. Тут у вас не просто, да, не так уж и легко, это как хотелось бы. Терпение, труд, все перетрут. Так. Послание, кому же и послание или подсказку? Так, послание или подсказку? Послание или подсказку? Так, подсказка и послание будет. Кому ежей? Кому ежей? Подсказка. Общайтесь только с позитивными людьми. И послание из будущего. Кому ежей? Послание из будущего. Отпусти свою обиду, она делает тебя уязвимым. Отпустите обиды, отпустите. Потому что тогда вами можно манипулировать, вас можно контролировать, вас можно вывести на эмоции. Нафига вам это надо? То есть вы в зависимости от кого-то. Кто-то будет дергать эти ниточки, да, вот, манипулируя вашими эмоциями. Нет, отпустите, да пошли они все нафиг, всех простила, всех забыла, пусть как хотят. Вы идите в свое будущее, вот и все, вас потом никто не заденет, и никто ничего не скажет. Не сможет вами манипулировать. Влиять как-то на вас не сможет. Свободны будете. Вот. Кому еще нужны подсказки, пишите подсказка. Да, подсказка будет вот на этой колоде, если кому подсказка нужна. Если это родственники. А что там было-то? Какая была подсказка? Думаете, я помню, когда... если это родственники, отпустить свои обиды далеко не пошлешь. Почему это? Вы просто на эту тему не общаетесь. Если родственники, вы не общаетесь на эту тему, во-первых. Во-вторых, как бы вы уже... То есть вас не должно вообще волновать, если вам говорят на эту тему. Вы просто говорите свою и все. То есть это как бы мое решение. Я сама знаю, как надо. Все. То есть если это родственники, если вы живете отдельно, вот тут главный вопрос. Потому что если вы живете вместе, то это уже другой вопрос. Тут вам нужно показать, что вы самостоятельный человек. Если вы живете отдельно, то меньше проблем. Вас не будут контролировать, потому что люди, когда живете вместе, могут не видеть ваши работы, вас как бы вот, чего вы хотите, могут вам навязывать свое, то есть контролировать вас. Поэтому нужно жить отдельно. Это все. Да, не надо никого никуда посылать. Просто сами уезжаете, живете отдельно, самостоятельно. Просто я не знаю, в каком вы возрасте, возможно ли это.
Вот, идете к своей цели, и все, вы говорите, что я знаю, чего я хочу, и я этого добьюсь, как бы, и действуйте, не сидите там, когда вы зависите от кого-то, да, то это тяжело. Как раз еще жилье, да, ну вот, ищите, ищите. Просто когда вы живете на территории не своей, да, я понимаю, это съемное, но когда ты живешь с родителями, например, да, или там с бывшим мужем, или там, ну, всякое может быть, у парня, когда вы встречаетесь, у парня живете, это совсем не то. Человек может контролировать вас, может манипулировать вот тем, что вы на его территории, да, вот, даже если вы там продукты свои покупаете, кушаете отдельно, но вы живете на его территории, а это все меняет. Вот, поэтому тут не в своей тарелке, да, это тут вы не можете сильно, ну, как бы, права качать, потому что вы не на своей территории. Вам скажут, он собирает чемодан, иди вон за дверь, там, как бы, все. Там можешь решаться. Ну, когда вы самостоятельны, тут уже никто не будет вам что-то говорить. То есть нужно просто быть самостоятельным. Брать ответственность за себя, за свою жизнь и не зависеть ни от кого. Ну, по крайней мере, стараться вот, быть независимой. Тогда вы больше сможете. Вот. Так что так. Кому еще нужны подсказки, пишите подсказка или послание. Я тоже посмотрю. Так что так. Тут на работе-то не знаешь, как в одном кабинете бывает сидишь с такими людьми, что такие, что там такие сидят прям, там слова не скажи, там злые ведьмы, да, или как сказать. Ну, по-всякому бывает, разное бывает. Тоже никуда не деться, сидишь в одном кабинете, тоже если только уходить. Но, блин, тоже, знаете ли, разные ситуации бывают у всех. Также с жилплощадью, вы на территории чужой, не своей, тут уж вы не сможете права качать. У меня тут жвачка есть. Мы вчера делали заказ в одном месте, в новом. Мне так захотелось. Вот. Эту зарплату повысили. Никому только. Немножко там, да. Вот. И в общем, мы вчера заказали. Заказ сделали, еду на дом. И вот тут жвачку положили. Помните такую жвачку? Ну, я думаю, сейчас тоже продаются много где. Сейчас посмотрим, что тут. Вкусняха. Смотрите, она какая зеленая с белым. Прикольная, да? А какой тут вкус, непонятно. Как в детстве, да? Помните, с фантиками играли? Смотрите. Прикольно, как из детства просто. Ну, по крайней мере, мне. Так, любовь — это пытаться сделать наш мир лучше. Сохранить лес. Смотрите. Вдвоем идут. Любовь — это, видите, пытаться сделать наш мир лучше. Это когда вдвоем, видите, идут вместе, и одна цель. Видите, за руки держатся, и у них одна цель. Не каждый там что-то для себя, за себя, или отвернулись, или отдельно, когда вместе. Такая вот, видите, прям как раз там в тему. Пахнет так жвачкой, я прям помню все, прям, не знаю, детство жвачки, это детство мое. Сейчас я не жую, а раньше прям в школе там, мы там, вкусняха. Не буду сейчас жевать. Послание по переезду. Есть. Сейчас. Послание по переезду. Послание из будущего, да? Екатерина Коновалова, можно. Послание можно. Сейчас кому уже посмотрим. Послание по переезду. Давайте, думайте ваш вариант. Ой, извините. Меня сегодня спать не давали. Вчера легла часа в 3. Сегодня с утра эти сверлят соседи, как будто прям у тебя в квартире сверлят. Так слышно.
Как будто вот они за стенкой стоят, и вот тут сейчас вот так выглядывать будут и смотреть на тебя, мол, как ты на кровати лежишь. И... Так что поэтому я зеваю. Ну, еще поздно, сейчас кому езжать. Так, кому езжать по квартире, да, по переезду. Подсказка вам, подсказка. Тебе нужно побороть свой страх. Только действие побеждает страх. Боишься? Действуй. Вот по переезду такая вот сказка. То есть, ну, как бы действуйте. Вот. Послание. Теперь для Екатерины Коноваловой. Класс, да? Ну вот такое послание. Так, Екатерина Коновалова. Послание. Нужно немного подождать, ни о чем не беспокойся, всему свое время. Екатерина Коновалова, это вам. Всему свое время, самое главное. Ну, чуть попозже, видимо, будет немножко то, что вы хотите. Спасибо большое, Камыжей, и вам тоже спасибо большое, что пришли на эфирчик. Ставьте лайк, кто на эфирчике, и я буду рада. Узнает больше людей, придут больше людей, кто-нибудь свои истории расскажет, что-то еще расскажет. Вот, поэтому посмотрим. Ой, я помню, как у нас был эфир, и тогда понедельник, среда, пятница у меня было 3 раза в неделю. Вот. И у нас, я помню, это был понедельник, девчонки такие между собой уже в комментариях, там, мол, карту вытаскивают уже, что это значит, они там между собой обсуждают на этот вопрос, у кого-то вопрос, они там между собой, ну, как бы подсказки дают друг дружке, там тоже так интересно было. То есть в разное время разные тоже люди приходят. Екатерина Коновалова, спасибо вам тоже, спасибо, что на эфирчик пришли. Ну, так что тут еще можете... Я помню, еще мальчишки приходили. О, тоже было. Они тоже свои советы девчонкам давали. То есть девчонки там что-то там говорят между собой, да, начинают общаться с мальчишками, девчонки, мальчишки там свои советы дают, так как они со своей точки зрения, да, мы тут со своей точки зрения. В общем, интересно. Вот, то, что вы можете даже сами в комментариях между собой даже общаться и знакомиться. Представляете? И тем более у всех разные профессии, можно же еще вот так вот, кто-то кому-то нужен, может помочь, подсказать, тоже же интересно, новое знакомство. Ой. Извините, что зеваю. Я же думала, что надо эфирчики пораньше делать, но я так прям не могу, просто не знаю пока что. Надо будет пораньше, конечно, будет эфир, чтобы не так поздно. Я постараюсь, придумаю, может быть, время пораньше, но пока не могу, никак, не хватает. Бывает, вообще не приезжаю к этому времени. Ну, короче, нефиг отмазываться, да, будет раньше, нет. В общем, подсказки уже всем дала, да, если подсказки уже больше не нужны и вопросиков нет, я только что обновила. Давайте будем прощаться с вами, да, увидимся с вами на следующей неделе, в субботу, 21:30 по московскому времени, пока что так. Хочу раньше на час начинать, но не знаю, пока получится или нет. Всех обнимаю, целую, жду вас в следующую субботу. Доброй ночи, камыжей, да, всем доброй ночи. Всем пока, буду заканчивать. Сейчас только перейду обратно и найду, куда нажать. Вот сюда.